Ибрагим Паша был одним из самых великих визирей в истории Османской империи. Удивительно, как смог простой мальчик из обычной семьи рыбака, имеющий к тому же христианское происхождение, добиться такого успеха и взлететь так высоко по карьерной лестнице. Началось все довольно просто. Ибрагим жил обычной жизнью со своими родными, пока в один непогожий день на их дом не напали пираты и не похитили мальчика. Он был еще очень юн, но ему повезло, что из него не сделали евнуха. Как известно, белые евнухи не пользовались такой популярностью, как евнухи африканского происхождения. В итоге юный Ибрагим попал в Стамбул. По одной из версий, там его купила одна женщина, богатая вдова, как раба для своего дома. Однако юноша был умен и красноречив, умел вызвать симпатию в людях. Женщина привязалась к нему как к собственному сыну и дала превосходное образование, а также привила любовь к музыке и стихосложению. Затем Ибрагим случайно познакомился с Шехзаде Сулейманом, которому сразу понравился. Сулейман в то время находился на посту Санджак-бея. Он учился управлять страной в провинции Манисы. Молодые люди очень быстро подружились и стали неразлучны. Возможно, именно такой общительный и разговорчивый человек нужен был Сулейману, чтобы быстрее социализироваться и влиться в общество. Ведь от природы Сулейман был замкнут и необщителен. Рядом с Ибрагимом Шехзаде становился раскованным и разговорчивым, даже улыбался. Затем Сулейман стал султаном, но дружба между двумя уже взрослыми людьми только крепла. Сулейман стал осыпать Ибрагима милостями и разными должностями. Ибрагим был назначен хранителем султанских покоев, и уже тогда у будущего визиря стали появляться могущественные враги, ведь за каждую должность при султане между придворными шла нешуточная борьба. Каждый был вправе рассчитывать, что именно ему улыбнется удача, и султан назначит одного из них на должность. Для того, чтобы, например, стать главным визирем при султане, чиновники много лет доказывали свою компетентность и верность на маленьких должностях, и уже через несколько лет могли рассчитывать на повышение. Чтобы получить эту должность, чиновник сначала назначался на должность третьего визиря. Потом, если султан был доволен его работой, шло повышение до уровня второго визиря и так далее. То есть в случае смерти или отставки главного визиря, второй визирь был вправе ждать, что на это место назначат его. Такова была традиция, но Сулейман решил нарушить этот порядок, чтобы иметь на главной должности человека, которому он мог доверять как себе. И Ибрагим Паша был назначен на должность главного визиря при султане. Не имея никакого опыта, получаемого в течение многих лет другими сановниками, Ибрагим стал вторым по значению человеком в империи, а это, конечно же, вызывало недовольство всех остальных кандидатов. Чиновники просто отказывались подчиняться бывшему рабу, имеющему христианское происхождение, и это немедленно вызвало множество проблем. Один раз в военном походе, которым командовал Ибрагим Паша, его даже смогли пленить враги. Все из-за того, что подчиненные отказались выполнять приказы Ибрагима. Несмотря на это, Ибрагим был прирожденным дипломатом. Ему удалось решить много конфликтов мирным путем, но, как и следовало ожидать, большая власть принесла и большие проблемы. Ибрагим предвидел это. Он даже просил Сулеймана не назначать его на ответственные должности. Перед его глазами было множество примеров, как власть развращает людей и заставляет их совершать немыслимые поступки. Но Сулейман делал все по-своему. Существует версия, что он даже отдал в жены лучшему другу свою сестру Хатидже Султан, хотя официальных документов, подтверждающих это, нет. Просто есть упоминание, что свадьба Ибрагима длилась целых 2 недели, и все расходы несла государственная казна, а сам султан сделал щедрый подарок своему главному визирю. В качестве свадебного подарка молодым он подарил им дворец на ипподроме, хотя вполне вероятно, это был просто дружеский жест, не имеющий никакого скрытого смысла. По другой версии, Ибрагим был женат к тому времени, когда его назначили главным визирем. Что самое интересное упоминание, что женой его была
Мухсине, дочь той женщины, которая когда-то купила маленького Ибрагима и дала ему блестящее образование. Вряд ли девушка была рада выйти замуж за своего бывшего раба. Однако встречаются упоминания, что были найдены письма, которые Ибрагим писал своей жене. В них он признавался ей в любви и говорил, что очень скучает. И Мухсине отвечала ему взаимностью. По другой версии, чтобы еще больше укрепиться на своем положении перед султаном, Ибрагим решил влюбить в себя сестру султана, Хатидже. Он планировал покорить ее своим напором и пылкостью чувств. Ибрагим стал писать ей стихи, посвящать поэму. А может, таким образом он пытался подстраховаться в случае немилости у султана. Однако во время военного похода Сулейман случайно увидел одно из посланий Ибрагима своей любимой. Имен в нем не было, однако султан все-таки что-то заподозрил. И на прямой вопрос султана о женщине, которой это предназначалось, Ибрагим не отвечал. Официального подтверждения эта версия не имеет. Последней каплей, переполнившей чашу терпения султана, стало то, что во время персидского похода Ибрагим Паша осмелился провозгласить себя султаном. Такое оскорбление Сулейман не смог ему простить. Ну и, конечно, он ревновал Ибрагима Пашу. Одни считают, что Ибрагим испытывал нежные чувства к первой жене султана Махидевран, другие, что он тайный поклонник Хюррем. Но любимая жена Сулеймана Хюррем Султан желала лишь уничтожить соперника за внимание султана, а Махидевран испытывала к нему лишь дружеские чувства. Однако перед Сулейманом возникла проблема. Он не мог отдать приказ о казни Ибрагима, ведь еще в юности дал клятву своему другу, что того не казнят, пока он будет править. И тут на выручку пришел один из духовных лиц. Он смог придумать, как Сулейману нарушить свою клятву. Он предложил считать, что клятва действует только тогда, когда Сулейман бодрствует, а когда он ложится спать, то жизнь замирает. Ибрагима пригласили на ужин к султану, как и много раз до этого, а на следующее утро его нашли задушенным. Так осталось и неясным, кому же мог приревновать султан своего друга настолько, чтобы нарушить клятву. И тут версии расходятся. Некоторые считают, что Сулейман приревновал своего друга к одной из жен, а другие считают, что султан просто решил устранить соперника, так как по разговорам своей Хюррем он думал, что Ибрагим осмелится поднять мятеж и скинуть его с трона. Вот так трагически закончился стремительный взлет Ибрагима Паши.